На краю выжженных солнцем равнин жил бедный юноша. Он пас овец, чинил за деньги чужие заборы и мечтал о жизни, в которой был бы кто-то, кроме него самого. Недалеко от тех мест стоял большой фермерский дом, небогато украшенный, но крепкий и уважаемый. Им владел вдовец-фермер, известный не только своими землями, но и своенравным воронцом, которого никто не мог обуздать. Коня звали ужас за его силу, непокорность и взгляд, от которого дрожали даже опытные наездники. Фермер часто говорил в кругу мужчин на ярмарке: «Если кто-то сумеет укротить моего коня, я отдам ему свою дочь. Такой человек достоин держать семью на плечах». Говорил он это гордо, словно знал, никто не сможет. Однажды утром юноша услышал об этом, пока таскал воду для скота. В тот же день он отправился к фермеру. Без слов, с пустыми руками. Лишь взгляд его был решительным. Дочь фермера, тихая и задумчивая девушка, стояла в стороне и наблюдала. Она видела, как другие мужчины падали, бросали, злились, уходили. А этот не спешил. Он не пытался силой взять то, что дикое. Он просто стоял перед ужасом, медленно приближаясь, протянул руку, отступал, снова подходил. Не пытался покорить, он пытался понять. Это длилось не часы дни. И только на третий день, когда солнце уже клонилось к закату, вороной не стал вставать на дыбы. Он подошел к юноше сам, склонил голову и позволил дотронуться. Фермер вышел из дома, молча посмотрел на них и сдержанно кивнул. Обещание было выполнено. Но теперь он смотрел на юношу иначе не как на бедняка, а как на мужчину, заслужившего уважения. Юноша остался. Он не требовал ничего, но получил все. Дочь фермера стала его женой. Она не чувствовала себя отданной, она выбрала сама. И хотя они жили небогато, в их доме всегда были тепло, уважение и простое счастье. Конь остался с ними не как доказательство победы, а как часть семьи. Он пахал землю, возил детей, нес юношу на рынок. Он больше не был ужасом, он стал их силой, символом того, что настоящее доверие рождается не из борьбы, а из терпения и взаимного признания. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.